Все еще не верите в неопознанные летающие объекты? Зря. Взгляните на этот документ. Перед вами отчет по расследованию неопознанных воздушных явлений, составленный Национальной разведкой США. Документ был утвержден 25 июня 2021 года и состоит он из двух частей – несекретное описание и секретное дополнение. Зачем этот документ выпустили? Какая вокруг него шумиха и что же там такого понаписали разведчики, узнаете в этом выпуске. Закон об утверждении и распределении денег на 2021 финансовый год на военную и разведывательную деятельность в США обязал директора национальной разведки и министра обороны доложить Комитету Сената США о фактах наблюдения неопознанных воздушных явлений, сокращенно NVP. Да-да, у военных нет понятия НЛО, есть термин NVP, так как если военные утверждают, что замечен объект, то он должен быть как минимум идентифицирован, и никак иначе. Так вот, 21 декабря 2020 года, когда озвученный мною закон был принят, директору национальной разведки и министру обороны было дано 180 дней на подготовку отчета для комитета. И вот 25 июня 2021 года документ был представлен. Во всяком случае, для журналистов стала доступна только несекретная часть, включающая в себя малую часть отчета. Что же там интересного? В документе указывается, что большинство зарегистрированных NVP, вероятно, представляют собой физические объекты. Авторы отчета заявили, что хотя изученные наблюдения НЛО сильно различались, они обнаружили некоторые закономерности в отношении размера, формы и, в частности, движения объекта. В 18 наблюдениях наблюдатели сообщили о необычных схемах движения неопознанных объектов или характеристиках полета. Об этом говорится в отчете. Например, некоторые из НЛО, казалось, остались неподвижными при сильном ветре, затем двигались против ветра, резко маневрировали или перемещались со значительной скоростью, не имея заметных средств движения. Некоторые из этих странных описаний летных маневров были замечены в 3 видеороликах о наблюдениях НЛО, выпущенных в ВМС США в апреле 2020 года. Эти видеоролики, получившие название FLIR, Go Fast и Gimbal, показали то, что выглядело как космический корабль, движущийся с гиперзвуковой скоростью, без каких-либо видимых средств движения. Чтобы вы понимали, о чем речь, предлагаю тебе, дорогой зритель, взглянуть на эти видео. This is Gray Mare. Please say again your last transmission. Over. Gray Mare, this is Offutt. Offutt, I have you requesting DSN phone patch. Standing by for number. Over. And Offutt, copy all. Number follows 2717190. Over. 190. Is that Charlie copy? That is the Charlie copy. Over. Gray Mare, this is Offutt. Offutt, be advised, I have ground party online. Request to initiate phone patch. Over. Hey, Mayor, this is Advisor. I have you loud and clear. Go ahead. Nickel 6-1 Tango Small J. Got it! Woohoo! Roger. There's troubleshooting. Did you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at that, man. Look at it fly. Dude, this is a fucking drone, bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA.
against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is an LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing! It's rotating. В этих видео, опубликованных в мае 2020 года, есть сферический НЛО, парящий в воздухе, который подпрыгивает из стороны в сторону, прежде чем, казалось бы, исчезает в океане. Пентагон подтвердил, что кадры были подлинными и были сняты силами военно-морского флота. Также в открытой части отчета представлены разделы, в которых расписано о методиках разбора различных инцидентов. Авторы документа выделили 5 потенциальных категорий NVP. Помехи в воздухе, такие как птицы, воздушные шары и беспилотники. Естественные атмосферные явления, такие как кристаллы льда, которые могут создавать инфракрасные или радиолокационные сигналы. Секретные правительственные программы США, иностранные противоборческие системы и универсальный последний раздел для другого. Авторы отчета также дают обзор того, как разработать процессы и обучение американских военных, чтобы те знали, что делать, когда они сталкиваются с НЛО, чтобы разведывательный центр мог понять потенциальную угрозу. Один из инициаторов того, чтобы разведывательный центр США представил этот отчет, сенатор от Флориды Марко Рубио заявил в мае 2021 года: «Все, что входит в воздушное пространство, где не может быть человека, представляет угрозу. Я хочу, чтобы мы относились к этому серьезно, и у нас была инструкция, чтобы относиться к этому внимательно. У нас должен быть организован процесс для анализа данных каждый раз, когда поступают данные об NVP». После публикации отчета об НЛО тот же сенатор Рубио заявил: «В течение многих лет мужчины и женщины, которым мы доверяем защищать нашу страну, сообщали о столкновениях с неопознанными летательными аппаратами. В течение многих лет их опасения часто игнорировались и высмеивались». Дальше он добавил, что отчет – это первый шаг в каталогизации таких инцидентов, хотя Пентагону и разведывательному сообществу предстоит проделать большую работу, чтобы действительно выявить угрозы в этом направлении. После всей этой шумихи вокруг отчета, закон об ассигнованиях на национальную оборону на 2022 год был утвержден президентом Джо Байденом 27 декабря 2021 года, где часть денег также была выделена на изучение NVP. Создан новый офис в Пентагоне, именуемый группой по идентификации и управлению воздушными объектами. В его описании указано, что он не будет заниматься поиском внеземной жизни. Группе будет поручено предоставлять полный спектр разведывательных данных, а также научные и технические оценки, связанные с NVP. Одной из обязанностей нового офиса будет реализация плана проверки научных теорий, связанных с характеристиками НЛО. Будут предприниматься согласованные усилия по созданию оборудования для обнаружения NVP и будет определено, где оборудование будет размещено. Безусловно, 2022 год может стать поворотным моментом в изучении неопознанных летающих объектов. Вот, кстати, фотография, на которой представлен NVP-корректировщик. Прибор, способный захватить и вести потенциальные неопознанные объекты, осуществляя видео и аудиосъемку. Этой штукой планируют укомплектовать все корабли ВМФ США. Вообще, я думаю, тут есть немного лукавства, так как хоть какая-то каталогизация случаев наблюдения НЛО и NVP у американских военных уже давно есть. Вспомним адмирала флота, героя Советского Союза, последнего главнокомандующего ВМФ СССР Владимира Николаевича Чернавина. Я делал выпуск, где приводил его слова, что в Советском Союзе была директива по фиксации военными наблюдения неопознанных объектов, и что даже в то время у коллег в США подобная регистрация уже существовала. Весь этот отчет 2021 года, мне кажется, в некотором плане политизирован, чтобы избиратели видели, как выбранные народом сенаторы затрагивают трепетные вопросы граждан. С другой стороны, этот отчет подчеркивает важность регистрации случаев наблюдения неопознанного средствами военной отрасли, что даже те, кто работает с самыми современными технологиями, не могут определить ни характеристики, ни признаки, ни возможности того, что они наблюдают. Долгожданный отчет, состоящий всего из 9 несекретных страниц, содержит общедоступные подробности об NVP. Но помните, для общественности скрыт другой раздел отчета, который мы можем никогда не увидеть.
Несомненно, там приведены данные с важными подробностями, видимо описывающие то, что большинству узнать пока еще рано. Возможно, поэтому исследования НЛО и НВП теперь выходят на новый уровень с официальным привлечением военных средств с разработкой совершенно новых технологий. Я уже говорил о том, что пора относиться к НЛО не как к шутке, а как к факту. Собран громадный массив видео и заявлений множества людей о случаях наблюдения неопознанных объектов в небе. Уже официально и открыто ведущая в мире держава определяет целое направление по изучению этих случаев. Надеюсь, скоро мир шагнет в новую фазу, и миллиарды людей станут смотреть в небо с большим интересом.